Вы видите значок Hi-Res или DSD на экране своего смартфона и чувствуете удовлетворение. Но что, если в этот самый момент операционная система вашего телефона совершает над звуком тихое насилие, превращая чистый поток в математический суррогат? Сегодня мы выясним, так ли это, где заканчивается маркетинг и начинается настоящая физика мобильного звука. Привет, я Алекс. С вами, как всегда, глубокий инсайдерский взгляд на аудио. Мы с вами на канале Audio Insights от Audiophile Inventory и Юрия Корзунова, основателя и разработчика программы оптимизации и конвертации аудиофайлов для Hi-Fi и High-End систем AUI Converter. А я Аннабелла. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше таких секретов. Информация в этом выпуске максимально сжата, поэтому слушайте до самого конца, чтобы понять всю картину. А теперь поехали! Аннабелла, давай начнем с базы. Современный смартфон — это мощный компьютер в кармане. Но когда дело касается аудио, он ведет себя как строгий системный администратор, который все упрощает под один стандарт. Почему мы не можем просто отправить DSD-поток на выход и слушать как есть? Причина в архитектуре мобильных операционных систем, таких как Android и iOS. Они изначально проектировались как универсальные системы, где одновременно работают десятки приложений. В центре аудиосистемы находится так называемый аудиомиксер – аудиомиксер. Его задача – объединить все звуки – музыку, уведомления, звонки – в один общий поток. Чтобы это стало возможным, система должна привести все сигналы к единому формату. Чаще всего это 48 кГц и фиксированная разрядность. Этот процесс называется SRC – Sample Rate Conversion. Передискретизация. То есть, если я скачал файл с частотой 192 кГц или DSD, система говорит: «Извини, парень, у меня тут звонок в скайпе может пройти, поэтому я все сожму до 48?» В большинстве случаев – да. Но важно уточнить, система не сжимает звук, а именно пересчитывает его математически в другой формат. С DSD еще жестче. Мобильные ОС не работают с ним напрямую, поэтому DSD почти всегда сначала конвертируется в PCM, а уже потом проходит через системный миксер. И где тут проблема? Математика же точная. В теории – да, на практике – нет. Алгоритмы SRC в системных драйверах часто оптимизированы под экономией энергии, стабильности работы, минимальные нагрузки на процессор, а не под максимальную точность. В результате возникают ошибки интерполяции, накопление округлений, ухудшение временной структуры сигнала. И именно их совокупность иногда может восприниматься как снижение ясности звучания, потери части тонких деталей. То есть это не катастрофа, а некая деградация. Это важное уточнение. Не сам факт пересчета является проблемой. При качественной реализации передискретизация может быть практически незаметной или незаметной. Проблема в том, как именно она реализована в системе. Здесь ничего не теряется напрямую. Скорее, это как перевод информации в другой формат. Если алгоритм точный, результат почти не отличается. Если упрощенный, могут теряться тонкие нюансы. А если в смартфоне хороший ЦАП? Тогда ситуация такая. ЦАП может быть отличным, но он получает уже измененный сигнал. И он честно воспроизводит именно его. То есть узкое место не железо, а программная часть. И как это обходят? Используют режимы обхода системного микшера. Эксклюзивный режим, Exclusive Mode драйвера звукового устройства. Прямой доступ к этому аудиодрайверу. Так называемый Bit-Perfect вывод плеера и операционной системы. Это означает, что сигнал не пересчитывается системой. Частота дискретизации сохраняется, поток идет напрямую в ЦАП.
Без этого разговор о корректном воспроизведении Hi-Res и DSD действительно теряет смысл. Именно поэтому в профессиональных аудиоплеерах и специализированных решениях делают собственный аудиодвижок с контролем над ресэмплингом и конвертацией. Это позволяет либо полностью избежать вмешательства системы, либо выполнять его с гораздо более высокой точностью. О том, улучшится ли звук от передискретизации или нет, смотрите дальше в нашем видео. Аннабелла, мы говорим о DSD и Hi-Res. Но давай будем честны. Большая часть медиатек — это 44,1 кГц 16 бит. CD-качество. Если у человека есть смартфон с поддержкой Hi-Res, дает ли это хоть какое-то преимущество для таких файлов? Начнем с физики. Формат 44,1 кГц действительно имеет предел. Согласно теореме, теорема Найквиста-Шеннона, он может корректно передавать частоты примерно до 22 кГц. Но важно уточнить, это не потерянная часть слышимого звука, а граница диапазона, в котором система работает корректно. Тогда апсэмплинг — это просто увеличение числа точек. В базовом виде — да, но не так примитивно. Классический апсэмплинг — это интерполяция сигнала с применением цифровых фильтров. Он не добавляет новой информации, но может изменить форму представления сигнала. То есть это не растягивание картинки, а пересчет сигнала в другой временной сетке. Тогда откуда идея улучшения? Здесь важно разделить два подхода. Первый — обычный апсэмплинг. Сохраняет исходную информацию, не создает новых деталей. Может быть практически нейтральным. Второй — продвинутые алгоритмы обработки. Анализируют структуру сигнала, могут изменять спектральный состав. Например, при обработке можно использовать алгоритмы, которые не просто увеличивают частоту дискретизации, а анализируют музыкальный сигнал и пытаются восстановить его структуру в ультразвуковой области, за пределами исходного диапазона. Такой алгоритм, например, реализован в AUI Audio Upscaler для апсэмплинга исходных записей в CD-качестве. Важно понимать, это не возврат исходных данных, а модельная реконструкция, основанная на анализе сигнала. То есть это не магия, а предположение. Творческая реконструкция. Математическая экстраполяция. Сигнал достраивается на основе своего исходного состава. И какой от этого практический эффект? Ведь мы не слышим ультразвук. Непосредственно не слышим, хотя актуальность восприятия ультразвука пока еще под вопросом. Но мы можем слышать его продукты, появляющиеся при воспроизведении на нашей аппаратуре. Это происходит из-за интермодуляционных искажений. Подробнее об этом можно посмотреть в нашем видео по ссылке в описании. Давай вернемся к обычному апсэмплингу, который в идеале не добавляет ничего нового. Дает ли он слышимый эффект? Он не всегда ярок и зависит от системы воспроизведения. Кроме того, апсэмплинг PCM в PCM и PCM в DSD могут тоже отличаться по звуку. Но есть два потенциальных эффекта. Итак, технически апсэмплинг приводит к: первое — изменению работы цифровых фильтров ЦАП. При более высокой частоте дискретизации фильтры могут работать мягче и меньше оказывать влияние на слышимый диапазон из-за технической возможности снижения искажения рингинга и увода фазовых искажений подальше в ультразвук. Второе. Более стабильное поведение аудиоплеера при разгрузке от вычислений и возможность повысить точность обработки при предварительной подготовке аудиофайлов. То есть смысл не добавить звук, а изменить условия его обработки? Да, верно. Если такие преобразования выполняются заранее,
с хорошо проработанной разработчиками программой, например, такой как AUI-конвертер, мы получаем качественно подготовленный сигнал, который устройство воспроизводит без дополнительных преобразований. Качественно здесь значит, что программа должна стремиться максимально сохранить исходный сигнал. То есть это своего рода ремастеринг? Можно и так сказать, но в техническом смысле. Это не создание нового контента, а изменение математического представления сигнала перед воспроизведением. В результате восприятие слушателем может измениться, например, в сторону большего воздуха или более структурированного звучания. Но важно понимать, технически это не восстановление оригинала или приближение к нему, а осознанная цифровая обработка с целью открыть возможности аппаратуры. Независимо от того, это сам смартфон со встроенным чипом ЦАП или мобильное устройство с подключенным к нему внешним усилителем с цифроаналоговым преобразователем. Об этой оптимизации аудиофайлов для ЦАП и других устройств можете почитать в статье и посмотреть видео по ссылкам в описании. Допустим, мы обошли микшер софтом. Но дальше мы упираемся в железо. И еще, при воспроизведении этих больших DSD-файлов телефон может заметно греться, а заряд уходит быстрее. Это действительно настолько тяжелая задача? Не совсем так, как кажется. Сам по себе DSD — это действительно поток с очень высокой частотой дискретизации. DSD-64 — около 2,8 МГц. DSD-128 — около 5,6 МГц. DSD-256 — около 11,2 МГц. Но важный момент. DSD не вычисляется в привычном смысле. Он уже готов как поток данных. Нагрузка возникает не столько от декодирования, сколько от того, что с этим потоком нужно сделать дальше. То есть проблема не в самом DSD? Чаще нет. Проблема в обработке. Есть два сценария. Первый — если устройство умеет выводить DSD напрямую, что редко, поток просто передается в ЦАП, например, через DUP. Нагрузка минимальна. Второй — если устройство не поддерживает DSD, чаще всего. Происходит конверсия DSD в PCM в реальном времени. И вот это уже вычислительно тяжелая задача, если делать ее качественно. Почему это тяжело? Потому что это не просто пересчет формата. DSD — это однобитный поток с шумоформированием, noise-shaping, с огромным количеством высокочастотного шума вне слышимого диапазона. Чтобы получить PCM, нужно применить цифровую фильтрацию, убрать ультразвуковой шум. Это уже полноценная DSP-задача. И чем выше формат DSD-128, DSD-256, тем выше объем вычислений и, соответственно, выше нагрузка на процессор смартфона. И здесь расход батареи и нагрев? Да, в двух местах. Первое – CPU и DSP-нагрузка. Real-time конверсия DSD в PCM – это непрерывные вычисления. Второе – память и шина данных. Поток DSD – это большой объем данных, который нужно постоянно обрабатывать и перемещать в памяти. В результате растет энергопотребление, увеличивается нагрев, возможны пропуски в звуке, buffer underrun при слабых устройствах. А встроенные аудиочипы? Большинство встроенных аудиочипов в смартфонах работают исключительно с PCM. Полноценной поддержки DSD на уровне системного аудиотракта в современных смартфонах, как правило, нет. Поэтому, если вы воспроизводите DSD через встроенный выход, он почти всегда сначала конвертируется в PCM и уже затем подается на ЦАП. Поэтому на практике чаще происходит именно так. DSD, PCM, ЦАП. Тогда логичный вопрос. Если все равно идет конверсия, зачем делать ее на смартфоне? Вот здесь начинается рациональный подход. Есть два варианта. В реальном времени, в программе плеера на смартфоне. Здесь ограниченные ресурсы.
Соответственно, упрощенные фильтры и возможные компромиссы по точности. Выше энергопотребление. А альтернативный способ? Заранее подготовить музыкальные файлы, как мы говорили ранее, офлайн с помощью программы аудиоконвертера на десктопе, такой как, например, AUI-конвертер. В этом случае нет ограничений по времени. Можно использовать более сложные алгоритмы, шире контроль над параметрами фильтрации и преобразования. Именно поэтому имеет смысл переносить тяжелые преобразования на компьютер. Например, при подготовке аудио можно заранее выполнить DSD-PCM или, наоборот, PCM-DSD с контролем параметров фильтрации и высокой точностью вычислений. В таком случае смартфон уже воспроизводит готовый поток без необходимости выполнять сложную DSP-обработку в реальном времени. Для этого плеер должен иметь режим Bit Perfect. То есть мы просто убираем лишнюю нагрузку с мобильного устройства? Да. И главное, мы переносим критически важный этап обработки из среды с ограничениями, смартфон, в среду с большими возможностями, настольный компьютер или ноутбук. Аннабелла, давай разберемся с термином, который часто непонятен новичкам. DOP или DSD over PCM. Звучит как костыль. Мы упаковываем один формат в другой? Не теряем ли мы при этом данные? Это не костыль, а инженерный обход ограничений. Проблема в том, что стандартные USB-аудиоинтерфейсы изначально рассчитаны на передачу PCM. Чтобы передать DSD через такой тракт, используется DOP. DSD упаковывается в поток, который выглядит как PCM, но на самом деле им не является. То есть мы как бы маскируем DSD под PCM? Верно. Но важно уточнить детали, чтобы не упрощать слишком сильно. Данные DSD не преобразуются в PCM. Они просто разбиваются на части и помещаются в PCM-фреймы. В поток добавляются служебные маркеры, чтобы ЦАП понял, что это DOP. ЦАП видит эти маркеры и не воспроизводит поток как PCM, а восстанавливает исходный DSD. То есть это реально Bit Perfect? Да, это побитово точная передача. Здесь нет ни ресэмплинга, ни изменения формата, ни потерь информации. Это принципиально важно. DOP — это исключительно транспортный механизм, а не обработка сигнала. Тогда откуда берутся ограничения? Из структуры упаковки. DSD передается с использованием 24-битных PCM-кадров. 16 бит — полезные данные DSD, 8 бит — служебные, маркеры синхронизации. Из-за этого увеличивается требуемая частота PCM-потока. Растет нагрузка на интерфейс передачи. Например, DSD-64 передается как PCM 176,4 кГц. DSD-128 как PCM 352,8 кГц. И так далее. То есть некоторая избыточность данных? Да, приходится на это идти для сохранения совместимости и маркировки данных. Тогда почему не использовать всегда DOP? Потому что это компромисс. Плюсы. Совместимость со стандартным USB-аудио, не требует специальных драйверов, Bit Perfect передача. Минусы. Более высокая нагрузка на интерфейс. Ограничения по максимальному DSD. Например, DSD-256 уже не везде проходит. Дополнительная обработка упаковки, распаковки. DSD-64 DOP поддерживается почти везде. DSD-128 DOP поддерживается часто, но не гарантированно. DSD-256 DOP поддерживается выборочно и зависит от конкретного ЦАПа, USB-контроллера, софта. А Native DSD лучше? С точки зрения эффективности – да. Но требует поддержки со стороны операционной системы и драйверов, на мобильных устройствах встречается редко. Мы много говорили про передачу сигнала.
А что происходит, если я просто слушаю через встроенный выход смартфона? Здесь как раз и возникает вопрос. Производитель может заявлять 32 бита и 384 килогерца, но это максимальные возможности самого ЦАП-чипа, а не гарантированный режим работы всей аудиосистемы. То есть цифры честные, но не обязательно про реальное воспроизведение? Именно так. Реальный путь сигнала обычно выглядит так. Файл через плеер в аудиомикшер операционной системы с SRC, ресэмплером, потом в драйвер, потом в ЦАП. Каждый поток сначала приводится к формату микшера, и только потом потоки смешиваются. И на уровне операционной системы происходит приведение к одной рабочей частоте, часто 48 кГц, но не всегда, возможная обработка, регулировка громкости, системные эффекты, микширование с другими звуками. Поэтому даже high-res файл не обязательно попадает в ЦАП в исходном виде. То есть бит-перфект внутри смартфона — это редкость? Да, в типичном сценарии редкость. Потому что аудиостек изначально проектировался как универсальный. Он должен одновременно обрабатывать музыку, уведомления, звонки. И для этого используется микшер, который приводит все к единому формату. А можно его обойти? Иногда да, но с ограничениями. На Android возможен прямой доступ к USB-аудио, некоторые приложения обходят системный микшер для внешних устройств. Но для встроенного выхода это редко доступно. Поведение зависит от конкретного устройства. На iOS архитектура более закрытая, поведение предсказуемее, но контроль со стороны приложений ограничен. Значит, гарантированный вариант — это внешний ЦАП? Это самый предсказуемый вариант. Внешний USB-ЦАП получает цифровой поток напрямую, обходит внутренний аудиотракт смартфона, позволяет реализовать бит-перфект при корректной работе приложения. Значит, аудиофильский вариант — это внешний ЦАП? Это самый предсказуемый вариант. Внешний USB-ЦАП получает цифровой поток напрямую, обходит внутренний аудиотракт смартфона, позволяет реализовать бит-перфект при соответствующем софте. То есть аудиофильский смартфон — это всегда бутерброд из устройств? Не обязательно. Есть более рациональный подход. Первый шаг — это подготовка аудио под реальные возможности устройства. Если такой файл уже соответствует поддерживаемой частоте, не требует тяжелой конверсии, не провоцирует SRC, то система вмешивается минимально. То есть оптимизация важнее, чем просто играть DSD? Именно. И здесь ключевую роль играет не формат сам по себе, а то, как выполнено преобразование, какие фильтры ресэмплера использованы, как это было сделано заранее на компьютере или в реальном времени в приложении плеера на смартфоне. Когда преобразование выполняется заранее, тщательно, аккуратно, например, с помощью программы AUI-конвертер, устройство воспроизводит уже подготовленный поток, без лишней нагрузки и, при соответствующих условиях, с более качественным звуком. В каких условиях? Качество звука при проигрывании подготовленных музыкальных файлов зависит от исходной записи, железа и софта смартфона, от звукового опыта слушателя. А что касается алгоритмов ресэмплинга, в основе они одинаковые. Но то, как они сделаны, имеет решающее значение. Это как у обычного повара и маэстро. Из одних и тех же продуктов получаются разные на вкус блюда. Перейдем к практике. Допустим, у нас есть файл, подготовленный заранее, и смартфон. Что нужно сделать, чтобы сигнал дошел до выхода без лишних преобразований? Для пользователей Android ключевой момент — выбор приложения плеера. Важно использовать приложение, которое умеет работать с USB-аудио напрямую, обходит стандартный аудиостек системы. Такие плееры используют собственные механизмы вывода звука и могут передавать поток напрямую на внешний ЦАП, минуя системный микшер. Можешь объяснить поподробнее? Когда мы используем обычный плеер,
Звук проходит через систему, которая его обрабатывает и приводит к своему формату. Но некоторые приложения работают иначе. Они не отдают звук системе, а напрямую передают его во внешний USB-ЦАП напрямую через USB API. В этом случае смартфон фактически превращается в транспорт, а вся обработка и преобразование выполняется уже вне него. USB API — это набор инструментов в Android, который позволяет приложению самому работать с подключенным устройством. В этом случае плеер берет на себя роль драйвера. Он сам формирует аудиопоток и напрямую отправляет его во внешний ЦАП. Как понять, что это действительно работает? Надежнее всего ориентироваться не на интерфейс, а на поведение системы. Устройство, ЦАП, переключает частоту дискретизации под файл, отсутствуют промежуточные пересчеты, поток передается в исходном формате. Интерфейс смартфона может вводить в заблуждение. Даже если вы видите отдельную шкалу громкости плеера, это еще не означает, что звук идет напрямую. Регулировка громкости — это уже изменение цифрового сигнала, а значит, строгий Bit Perfect в этот момент нарушается. Поэтому надежнее ориентироваться на поведение устройства, например, на индикацию частоты дискретизации на самом ЦАПе. А что с iOS? Там все проще? Что там с Bit Perfect? В iOS все более предсказуемо. Система строго контролирует аудиотракт, и поведение устройств почти не отличается. Но за это приходится платить. У приложения меньше прямого контроля над выводом звука. Bit Perfect возможен практически только при работе с внешним ЦАПом и при условии, что приложение правильно управляет параметрами аудиосессии. При работе через встроенный выход система сохраняет контроль над аудиотрактом, поэтому точная передача сигнала без изменений не гарантируется. Если частота дискретизации не совпадает с текущим режимом устройства, система автоматически выполнит передискретизацию, СРЦ, и пользователь этого не заметит. Если же отличается формат представления данных, например, разрядность, система приведет его к рабочему формату аудиотракта. Давай подведем итоги. DSD на смартфоне — это реально полезно или избыточно? Это имеет смысл только при системном подходе. Если использовать стандартный плеер, воспроизводить DSD без учета возможностей устройства, то файл все равно будет преобразован, и преимуществ формата вы можете не раскрыть до конца. А если подойти грамотно? Тогда схема выглядит так. Файлы заранее подготовлены под реальные параметры воспроизведения, используется плеер с прямым выводом Bit Perfect, при необходимости внешний USB-ЦАП. В этом случае минимизируется вмешательство системы, снижается нагрузка на процессор, результат становится более предсказуемым. Кстати, нас иногда спрашивают, почему вы не сделали приложение AUI-конвертер для смартфона? Почему не подготовить файлы прямо на смартфоне? Важно понимать, сложные алгоритмы обработки, например, такие, как используются в программе AUI-конвертер, лучше выполнять заранее, на ноутбуке или настольном компьютере, где отсутствуют ограничения мобильных аудиосистем по тепловому режиму, вычислительным ресурсам и энергопотреблению. Тогда смартфон воспроизводит уже подготовленный поток, без необходимости выполнять ресурсоемкие операции в реальном времени и дополнительно расходовать батарею. Это не только снижает нагрузку на устройство, но и делает результат воспроизведения более предсказуемым, поскольку исключается дополнительная обработка на стороне смартфона. И что все это дает на практике? В таком сценарии портативная система может обеспечивать более низкий уровень искажений и более стабильное воспроизведение, без лишней обработки. Сравнение со стационарными системами возможно, но все сильно зависит от конкретного оборудования. То есть главный принцип — не перегружать смартфон, а правильно подготовить сигнал. Верно. Если преобразование выполняется заранее, с контролем параметров и алгоритмов, смартфон воспроизводит уже подготовленный поток, без необходимости сложной обработки в реальном времени. Мы сегодня разобрали только верхушку айсберга.
Мобильное аудио — это всегда борьба между энергоэффективностью и качеством. Но теперь вы знаете, как в этой борьбе выйти победителем. Главный вывод. Не верьте надписям на коробке. Верьте физике процесса. Если хотите оптимизировать аудиофайлы для прослушивания на смартфоне, подумайте о том, чтобы сделать это заранее, что может сэкономить вам и заряд батареи, и нервы. А с вами были Аннабелла и Алекс на канале Audio Insights от Юрия Корзунова, основателя Audiophile Inventory и разработчика программы конвертера аудиофайлов для профессионалов и взыскательных меломанов AUI Converter. Ставьте лайки, в комментариях задавайте вопросы для следующих выпусков и делитесь своим опытом в настройке аудио на ваших смартфонах. Мы читаем все ваши комментарии. И даже если мы не вступаем в пустые споры, мы слышим каждого, кто ищет истину. Комментарии помогают нам создавать новый контент. Подпишитесь на наш канал и поделитесь ссылкой на это видео с друзьями, если вам было интересно. Поставьте лайк, чтобы сделать это видео ближе тем, кто, как и вы, ищет ответы. До новых встреч, друзья! И пусть ваш звук всегда будет безупречен.